Доброго всем дня! Сегодня у нас 1 сентября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Поздравляю вас всех с 1 сентября, с Днем Знаний, с первым днем осени. У нас уже была торжественная линейка. Сейчас я вам расскажу, как это происходит. В 9 часов утра Норе нужно было одеть красивую нарядную одежду. Вы понимаете, в качестве нарядной одежды послужила белая футболка. И у них была линейка по компьютеру онлайн. Если кто помнит, как проходило дистанционное обучение, сейчас вот так вот оно проходит в Харькове, дистанционное обучение. Все включили свои смартфоны, компьютеры, подключились к учительнице. И вот так вот провели час. Все, сегодня была только торжественная линейка у каждого дома, да. Когда-то нас пугали, что у нас будет жизнь в матрице, да. Вот я помню такие байки, но сейчас это так и происходит. Люди находятся в одном месте, дети находятся в одном месте, а уроки проводят в другом месте. Учителя некоторые вообще в других странах сейчас находятся до сих пор. Да и дети некоторые в других странах находятся до сих пор. Так, что я вам хотела рассказать. У нас сегодня такое приключилось. Ребята, я не знаю, почему все время что-то происходит. Ну, наверное, притягивается. Случайностей не бывает. Я всегда верю в то, что когда что-то с вами происходит, вот именно пришло к вам, значит, это все не просто так. Это судьба. Значит, в полпятого утра у нас произошла драка с котами. Здесь летели клочья шерсти. У нас остается на ночь открыто окно в кухню, чтобы коты могли погулять. Арамас выбежал, уже, естественно, было светло, и увидел под дверью лежачего кота, черного. Он не двигался вообще, очень красивый черный кот, который не двигался. У него были открыты глаза, и такое впечатление, что вот он как парализован. Парализован, не знаю, в коме, открыты глаза, и он не двигается. Ну, естественно, мы загнали своих котов. Рамас приходит, говорит, там лежит кот. Я не знаю, что это такое, больной кот, ну, а может быть не больной, может быть... В общем, я сначала ничего не стала делать. Когда я уже проснулась в 6, то есть я опять уснула, думаю, ну, может быть, у нас такое бывает, что забегают коты, и во время драки там их немного... покусали, они вот так вот полежат и уходят, да, ну, вы понимаете, жизнь котов, у кого коты, особенно жизнь на улице, у кого гуляют коты, это особая история, можно разговаривать очень долго. В общем, 6:30 я уже проснулась, вышла на улицу, он лежит и не двигается, вот так вот с открытыми глазами. Черного кота здесь нет? Нет, его уже сейчас я расскажу, где он. В общем, случилось, да, он уже дома. Случилось такое вот чудо. Вышла наша соседка Света, посмотрела на более опытный кошатник, чем мы. Посмотрела, взяла его на руки и говорит, так это же котенок. В общем, это такой подросток был. С виду он немного меньше, чем обычный кот. Она сказала, у него шок, он, видно, испугался, в общем, потерялся. Сейчас происходит такое регулярно. Животные теряются, животных выбрасывают. Вот представьте, сколько переселенцев приезжают в город. Кто-то теряется, кого-то просто вышвыривают на улицу. Но животных очень много. И, в общем, Света взяла его, обняла, он так вцепился ей когтиками. И она говорит, все, я его себе оставлю. У нее было очень много котов, сейчас осталось 2, и вот она взяла 3-го. Вы не представляете, насколько я этому счастлива, насколько я рада, насколько меня просто переполняют эмоции, я не могу даже вам это всего... Нет, не Симу, там такой черненький котик. Насколько меня переполняют эмоции, не могу вам даже этого объяснить. Видите, разговорился, теперь рот не закроешь. Нет, это не Няша. Няша тоже черненький у Светы. Нет, не наш. Не наш черный. Он не наш, он уже теперь Светин.
Такое вот случилось чудо, потому что первые мои мысли были, что же делать, неужели придется забирать 4-го кота. Ну я просто, вы, наверное, уже знаете меня, ты стоишь, думаешь, что делать, забирать, не забирать, а придется забирать, а что делать, бросить его, когда ты видишь, что у тебя... Я считаю, что если вот пришло под дверь, значит... Ну, кстати, вот он именно под дверь пришел к Свете. Это судьба. Просто так ничего не бывает. Хотя сейчас людям очень тяжело вот самим, да, и люди еще такие вот, как Света, забирают себе животных. Слава Богу, что так случилось. Слава Богу, что он нашел дом. Поэтому я хочу сказать такую вещь. Не проходите мимо. Вот вчера, когда я выставила ролик вечерний с тем, как мы с Норой съездили в поисках человека, когда ко мне обратилась женщина, кто не смотрел, посмотрите этот ролик, мы нашли ее отца, ну, мы не нашли, мы нашли квартиру, уже было поздно, к сожалению, он умер год назад. И некоторые люди в комментариях написали, что не нужно выставлять это на всеобщее обозрение. Ребят, я с вами полностью согласна, не нужно. Ну как по-другому можно смотивировать людей? Я не выставляю, я вам скажу. Простите. 80% того, что происходит, я не выставляю. Я выставляю лишь уже, ну, время от времени. Потому что, знаете, вот рассказывать можно все, что угодно. На словах можно рассказывать о том, рассказывать о сём, но на самом деле вот действительно показывают очень немногие. Поэтому как можно смотивировать человека на помощь? На того же кота. Кстати, кота я вам обязательно сниму. Я не снимала его с утра. То немножко отойдет. И я попрошу Свету, сниму вам эту красоту. Какой он красивый. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому, я не знаю, это такой спорный момент, показывать, не показывать. Я считаю, иногда, не нужно это каждый день делать, но иногда, учитывая мою большую аудиторию, людей нужно мотивировать. И я хочу обратиться к вам, дорогие мои подписчики из Харькова. Если меня кто-то смотрит с Героев Труда, вчера мне под вчерашним роликом вечерним написала женщина. Она сейчас находится в другой стране, она находится в России, здесь у нее остался брат. Брат совершенно одинокий, она написала в закрепленном комментарии адрес. Ребят, если у кого-то есть возможность, возможно, вы живете в соседнем доме, я знаю, что очень много меня людей смотрит из Харькова, посмотрите в закрепленном комментарии под вчерашним вечерним роликом. Возможно, вы сможете сходить, узнать, жив ли этот человек, все ли с ним в порядке. Я буду вам очень благодарна, потому что если вот каждый из нас будет что-то делать, да, то мы все объединимся, мы все будем вместе. И действительно, вот как вчера написал один подписчик, что война, она сплотила очень многих людей. Ну, должна была сплотить, по крайней мере. И я думаю, что кто-то обязательно отзовется. Я верю, я знаю, что есть у меня подписчики из Героев Труда. И вообще вот так вот было бы хорошо, если бы вот так вот можно было через канал, да. Я не хочу, чтобы канал превратился в «Жди меня», нет. Но если я могу оказать вот такую вот помощь, куда-то съездить, могу я, да, могут какие-то мои подписчики неравнодушные, то так уже будет легче, правильно? Я думаю, что так мы совсем справимся и сможем кому-то помочь. Кстати, по поводу котиков и собачек тоже не проходите мимо, сейчас очень много брошенных. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписался. Нажмите колокольчик, вам будут приходить уведомления о моих новых роликах. Кстати, друзья, совершенно забыла сказать, приходите сегодня на вечернюю трансляцию. В 19:00 по харьковскому времени у меня будет прямой эфир. Всем буду рада. Приходите.